Сейчас точно не получится ничего. Должна была быть 13-я звезда, да. А поеду на 12-й. Серьезно? Потому что, скорее всего, один зуб отлетит. Серега механик, не могу накладки найти. Где их взять? Накладки. Прозрачный чехол. Первоначальная цель все-таки совершить восхождение и получить максимальное количество удовольствия и создать приключения для себя. Ну и по возможности совершить самое быстрое восхождение на вершину Эльбруса. Техника была на вершине, но время восхождения было очень длительное, потому что вся техника на вершине Эльбруса оказывалась с помощью веревок и лебедок. Мы попытаемся сделать это с помощью своих сил, своим ходом, но в крайнем случае помогая друг другу, командой. Мы попытаемся заехать на вершину быстрее, чем за 2 часа. Нам нужны 2 вещи – разрешение и поддержка. Соответственно, мы обратились в 2 организации. Это курорты Северного Кавказа и Национальный парк при Эльбрусе. Нам пришла группа молодых людей и сказала: мы хотим покорить Эльбрус. Но не просто хотим покорить Эльбрус, но и заехать на вершину на горных парках. Это меня, честно говоря, заинтересовало, это вот насколько ребята так горят своим делом, что вот решили не просто там покататься у подножия горы, а действительно осуществить восхождение. Это вот меня, честно, это зацепило. Вроде все загрузили, ничего не забыли. В путь. Наконец мы выехали из дома. Отличная погода. Впереди нас ждет май, снег, горы и приключения. Так что я думаю, все у нас получится. Никит, ну тебя-то вообще как занесло в такое приключение? Да как всегда, ты позвонил, я не смог отказать. Как-то так. Да, Никит, потому что ты специалист по приключениям. Все, что касается приключений, Это наша жизнь. да, это к нам. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Курорт Эльбрус – это, наверное, уникальный курорт не только России, но и, наверное, нашей планеты. Потому что здесь и сочетаются абсолютно дикие условия, горные условия,
абсолютно необузданный. И человек на сегодняшний день не смог так и обуздать эту природную сущность этой горы. Да. Я скучал. И сказать честно, втайне и в душе завидую людям, которые здесь живут и могут наслаждаться этим круглый год. Оказавшись здесь раз, влюбляешься навсегда. Это правда. Да. Ну, в общем, когда мы добрались с Никитой до места, мы, в общем, решали какие-то первые бытовые вопросы. И по приезду нашей команды начались акклимационные выходы. И 4 мая, важный день в нашем графике, первый тестовый выезд. Да, и мы все втроем поднялись до высоты 4400 вверх каменной гряды. Сань, как дела-то? Слушай, индуристам быть лучше, чем снегоходчикам. Одежда удобнее. Как минимум. Слушай, Сань, Коль, я думаю, что вверх не стоит ехать. Поехали до каменной гряды назад. А ты уверен, что мы найдем ее? Ты посмотри, какая вьюга. Я еду первый, увижу. Надо сейчас ехать потихонечку. Давай, потихонечку. Давай. Заехали на 4300. Внизу шел дождь, наверху шел снег, плохая видимость. Дальше мы уже не поехали, потому что видно было плохо все. Но вот это вот первые ощущения, почувствовать мотик, почувствовать снег, сноубайк, было выполнено. Вот поляна зала. Мы надеемся, что у нас здесь не растает снег, и на вершине все-таки выпадет достаточное количество снега, чтобы мы могли ехать на сноубайке. Старт, финиш. А живете-то где? А живем здесь, в Эльбрус.
этот фильм был очень интересно смотреть, именно находясь на Эльбрусе на 4000. Когда ты находишься на 4000 и доходишь до туалета с отдышкой, а чувак рассказывает, что он 20 часов провел на высоте 8000, более 8000, да, и потом, когда спустился до 7300, он говорит, ну да, здесь больше кислорода. Да. А мы такие, знаешь, на 4000 в полном комфорте, такие, знаешь, там умираем. Думаем, как бы на ужин не опоздать. Альпинисты. Самое главное не проспать завтрак и не опоздать на ужин. Там сейчас дует где-то по прогнозу 40-45 в чем. Люди, которые там 2 дня назад ходили, ну и сегодня ночью ходили, очень мало кто взошел. Ну, собственно, вон там вот видна дорога, по которой будет происходить подъем. И потом идет косая полка до седловины. Ну и там уже вторая косая. Ну и все, на вершину. Выглядит несложно. Наконец дома. Еще на 3 дня. Как минимум. Когда живешь где-то в изоляции, большой роскошью становятся очень элементарные и простые вещи. Такие как, например, постиранная одежда, да и просто душ. Мы здесь всего сколько? 3 дня прожили. Вся одежда кончилась, ну потому что мы ходили, физические нагрузки каждый день. Вся одежда закончилась. И сегодня мы дошли до точки, спустились вниз для того, чтобы помыться, постираться. Ну вот. У нас сегодня банный день. Развешивались. У меня в 2 раза меньше было. Вот не поверишь. Вот это вот я набрал здесь. Я приехал с такой уеду сушеный такой, высохший там, а это вот... Это на высоте она опухает. И живот также раздуло от высоты. Нет, от того, что давление низкое, да. Внизу он был нормальный. Высота около 4000. И все, что здесь есть, это все в основном привезено на себе. Потому что сюда транспорт не ходит. Здесь связь с миром, это только канатная дорога, подъемник, снегоходы и ретраки. Поэтому все, что здесь есть, это, собственно, принесено на своих плечах. Да. Красиво. И все время все меняется. И даже когда солнце сверху, тоже красиво. Горы искорежены всяким образом, что тени всегда есть. И свет, и тень, и облака. И все это несется на тебя. То ничего не было, и вдруг сразу же много-много-много. Так что красота, Кавказский хребет. Это просто великолепие. Пойдемте покажу, что у нас здесь за лагерь. Место называется Эльбрус. Бронируется на букинге. Нам было предоставлено курортами Северного Кавказа для осуществления нашего проекта. Место состоит из 6 модулей отдельных. Это наш жилой модуль. Он рассчитан на 10 человек. Но учитывая то, что у нас много вещей,
даже несмотря на то, что у нас меньше 10 человек, у нас всего 7 человек, он практически весь занят, и места там не так много. У нас есть пульсометры, мы контролируем процесс, как проходит наша акклиматизация. И если в обычное время в Москве пульс составляет 50 ударов в минуту у меня, а насыщение кислородом 99%, то здесь в любое время лежу в кровати, ничего не делаю, пульс 95, 95-100, насыщение кислородом 84-86. Так, давайте, ребят, проходим в столовую, покажу столовую. Эпицентр всех событий, кухня, место, где все у нас происходит, все случается, все обсуждается. Мы либо спим, либо мы на кухне. Коля, мы опять ели, и ты все пропустил. У нас сейчас непогода, вот. Да. Солнце слишком ярко слепит глаза, Невозможно зайти на что не видно дорогу. Не видно, куда идти, слишком ярко. Слишком хорошо, да. Ну, то, что мы ненормальные, как бы еще раз подтвердилось, да? Теория, что сидят, смотрят на солнце, блин. На самом деле сидеть нам еще 3 дня здесь, потому что приходит пурга, ветер 80 км в час. И будем сидеть, пережидать, играть в карты, гонять в гоночки. На гитаре играть. На гитаре играть, да. Акклиматизироваться. Мы были в конце января, начале февраля здесь, Сережа, приехали. Нас забросили снегоходами в пургу, в Эльбрус. открыли ключами домик наш. Вагон. Выгнали Йети. Выгнали Выгнали эти, эти, и мы реально обалдели, потому что получили какой-то просто отрыв от реальности, какой-то, не знаю, космический пейзаж, суперкомфортные условия, и это вообще как-то не укладывалось у нас в голове. Но мы с Колей, ну и ты тоже, в том числе, имеем опыт проживания в вагончиках в основном альпинистском лагере. Вот, там, конечно, быт намного скромнее. Вот, и намного скромнее, да. И когда на таком контрасте мы, конечно, были в шоке. И когда приехали в этот раз, были еще более удивлены, потому что у нас было сопровождение повара, трехразовое питание и, в общем, полноценная гостиница со всеми удобствами. Супер. Акклиматизация, мама моя родная. Акклиматизация, все вершины будут нам. Короче, Костик — это вообще такой чувак. Просто рок-н-ролл. Просто. Он, во-первых, радио все время говорит, а во-вторых, у него все есть истории. Да, в-третьих, у меня есть видео, как его откапывали с лавины. Пока у нас за окном непогода, мы с ребятами развлекаемся в мотогонке. Собственно, классно проводим время вечерами. Не только за общением, но и за таким забавным профильным развлечением. Поддерживаем форму, чтобы не разучиться управлять мотоциклом. Вот и все. Экономим бензин и моторесурс. Вот. От инструкторов весточки нет, грустно. А на горе снега все нет, пусто.
4 дня в приюте мы уже проторчали. От Костиных шуток, как же мы все устали. Устали, устали. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. От Кости устали. Ой-ё. Еще наша партия будет. А это не шутки. О чем я подумал, я задался вопросом, с кем бы я пошел в горы. А второй вопрос, который у меня возник, а кто бы пошел в горы со мной? И эта идея, я совершенно однозначно понимал, что я не хочу быть в ней один. Ну, так уж, наверное, я сложен. Мне нужна команда, я хочу быть с кем-то рядом, я хочу делить эти впечатления, эмоции, эти риски, страхи, радости. Ну, это с эмоциональной точки зрения, а с технической точки зрения, ну, втроем просто безопаснее, потому что если один упал, то двое смогли подъехать, там, помочь. Как только у меня появилась эта идея, у меня сразу же возникла мысль, что кому звонить. В какой-то момент, причем абсолютно внезапно, мне позвонил Николай, сказал, что он 3-й час стоит в пробке по дороге на работу. И прям тут же предложил, а поехали на Эльбрус? Я говорю, поехали. Ну, прям на мотоциклах, прям на вершину. Я говорю, конечно. Он говорит, ну тогда отлично, я звоню Птушкину. Мне кажется, я был после работы, это был вечер. Был на кухне, и позвонил как раз Коля. Со словами, что Серег, айда. Ну, мы с ним не так давно созванивались насчет как раз сноубайков. Я его там консультировал. И Коля говорит, а давай попробуем заехать на сноубайках на Эльбрус. Но история такая, что я уже эту идею обсуждал с Володей Денисовым. И это мы съездили, получается, в 2019 году в Архыз. Да. И как раз там, мне кажется, у нас и зародилась эта идея с Вовой. Когда я ему позвонил, я не знал, что у него крутилась уже в голове такая идея. Я не знал, что он уже об этом обдумывал. Собственно говоря, там не было вопросов. И мы поняли, что нас теперь 3. И это очень вдохновило всех нас. Меня это вдохновило втройне, что, значит, есть мы, есть идея, и мы теперь знаем, что мы хотим. Когда тебе говорят, давай заедем на Эльбрус на сноубайке, это, конечно, очень пугает. Пугает, конечно. Ну, это опасная затея. Мы начали это обсуждать. Мы начали продумывать детали, тонкости. И чем больше мы над этим думали, тем больше у нас возникало вопросов. Ну вот, например, мы понимали, что вот нас 3 гонщика, мы должны ехать 3, но нам нужен 4-й гонщик на мотоцикле, который будет опытным альпинистом. Мы должны сделать из альпиниста мотоциклиста, чтобы он поехал с нами, в случае чего нас страховал, там, дорогу показывал и прочее. И сложилась у нас такая идея, что будет проще и быстрее стать нам альпинистами, чем сделать из альпиниста мотоциклиста. Мы прошли полный курс
подготовки к альпинизму. Мы сходили пешее восхождение, прошли ледовые занятия, даже получили удостоверение альпинистов. Все приобрели те навыки, которые нам необходимы, минимально необходимы для того, чтобы мы смогли реализовать свой план. Наш суперинструктор Азамат нас сегодня учит пользоваться ледорубами, выполнять все команды, ходить на кошках. Ну, в общем, сегодня очень ответственный и важный день. Азамат, куда пойдем сегодня? До приюта 11 дойдем, поработаем ледорубами, поучу немножко вас. Если устал боковым, иду прямым. Видите? Что хочешь, крикни, дай команду. И все зарубаются? Да, все сразу вот на чеку, сразу ноги расширили, встали, зарубились. Кого-то если дернуло, сразу зарубается. То есть падать, зарубаться не нужно? Не, специально не надо падать. Сразу посмотрел, устоял и будь нас готовить. Третья точка твоя. Понял? Ледоруб это твоя третья нога. Отгружай руки. Я не могу понять, кто такой надув. Давай, сможешь, я в тебя верю. Я аж рыбкой прыгнул. Че, тяжело в учении, легко на работе? Вот, поднявшись на вершину, мы с Николаем открыли какие-то новые физические качества, вот, что мы ощутили на себя все прелести горной болезни, там и головокружение, тошнота, головная боль, то есть какие-то новые моменты мы для себя открыли. Но самое главное, мы были на вершине, мы поняли, что мы можем это сделать, и то, что мы увидели, те склоны, те траектории пешие, по которым восходят альпинисты, они подходят для того, чтобы туда можно было заехать на мотоцикле. Только не на колесах, а адаптированную в сноубайк, установив на мотоцикл лыжу вместо переднего колеса и гусеницу вместо заднего. И следующий этап по возвращению был это подготовка мототехники, поиск партнера, который нам бы мог оказать содействие. И тут появился, я считаю, что даже не партнер, а четвертый член нашей команды. Это Вадим Никитин, компания Vortex, который, абсолютно не зная нас, заразился нашей идеей и полностью включился в процесс и предоставил нам гусеничный комплект. Когда приехали на тесты, начался, был в разгаре горнолыжный сезон. Мы познакомились с руководством курорта Эльбрус. Нам любезно предоставили помощь, проживание, техническую поддержку. И в один из прекрасных дней в сопровождении снегоходчиков Сергей Птушкин с поляны Азау просто взлетел до замечательного приюта, который называется Эльбрус, в котором мы и провели следующие 2 дня. Охренительный. Я говорю, гитару не взяли. Сейчас видно откроется вообще. Ну и самое главное, нас ждало дальше. Мы хотели подняться максимально высоко, понять, как работает двигатель внутреннего сгорания на высотах при дефиците кислорода и как работает наш гусеничный комплект. Гусеничный комплект мы зашиповали. Мы ездили на нем по разным типам покрытия, по пухлому снегу, по фирну, ну и, конечно, по льду.
Ну нет, конечно, мы по такому не заедем. Ну нет. То есть сейчас даже если какой-то траверсой уходить, там тоже везде лед, да? Поднимемся, вот здесь 30 метров и полностью лед там. Ну нет, туда нам не надо. По льду мы ездили и по плоскому, и льду с уклоном. И мы однозначно для себя приняли, что нам не подходит движение по льду из-за того, что полностью отсутствует управление мотоцикла. Несмотря на то, что шипованная гусеница неплохо цепляется, но при остановке она пробуксовывает. Но на ходу можно пролететь в большие достаточно ледовые поля. Но в этот момент рулевое управление полностью отсутствует. У нас есть в году только один шанс. Это когда и внизу, и вверху есть снег. Когда наверху нет льда. Эльбрус — это ледник. И на высоте от 4300 метров наверху сплошной лед под уклоном 45 градусов. И движение механических средств по нему невозможно. И нам нужно подобрать именно те условия, чтобы был снег и внизу, и вверху. И когда мы выбирали время года и начали первые консультации со спасателями и альпинистами, мы поняли, что это может быть только май месяц. Это тот момент, когда затихает ветер, это тот момент, когда появляются обильные снегопады, и активно солнце начинает топить этот бутылочный лед, и снег к нему прилипает. По графику мы вместе с Никитой из Калуги загруженными мотоциклами выдвинулись 26 апреля и должны были прибыть 27 числа. Здесь разместились, провели первые встречи с руководством, и 30 числа у нас прилетела основная команда. Коля, Сережа. И у нас началась основная акклиматизация. Первое, что мы сделали, мы сходили на Чигет. Это высота 3000 метров. После мы отправились с Мусой в ущелье с восточной стороны Эльбруса. Муса, а ты сам что думаешь по поводу нашей идеи на мотиках заехать наверх? Не знаю, честно слово. Да попробуйте, черт. Черт не шутит, пока бояре воспят. Эльбрус и природа этого места, она настолько уникальна. И пейзаж этого места удивительный тем, что мы находимся в условиях такой весны, комфортной температуры, и в то же время мы получаем такой суровый зимний пейзаж вокруг. И это в голове складывает какой-то вообще иной пазл, какие-то иные ощущения. Красота кругом неописуемая. Это настоящая природа, живая, дикая. Жизнь прекрасна. Поход удался, погодка радует. Сейчас вон в снег пойдем. Ты вообще знаешь, что у тебя за команда? Что за команда? Что они собрались делать? Что? Знаю. Подниматься на вершину на мотоциклах. Больше я пока ничего не знаю. Ну а как ты считаешь, это хорошая идея? Попробуй. Попробуйте, что. Такие мотоциклы, колесные мотоциклы поднимались. Почему вы думаете, что вы не подниметесь? Спасибо. Попробуйте. Спасибо за то, что верите в нас. Почему бы и нет? Хоть мы ходили на высоте значительно ниже, чем Чигет, но этот поход был у нас по продолжительности около 20 километров, и он был для нас очень полезный. В общем. Физические нагрузки здесь, они способствуют адаптации организма. Самое важное и самое сложное – это акклиматизация на склоне. Перед основным восхождением самый большой барьер – это поход на скалы Пастухова. Это высота 4700, и это переломная высота, когда проявляются все признаки горной болезни. Сегодня второй день у нас в гостеприимном Эльбрусе. И наш второй высокогорный акклиматизационный выход. Вчера мы ходили на скалы, на каменную гряду, а сегодня отправляемся на скалу Пастухова. Наша задача спокойно, в размеренном темпе добраться до скал Пастухова и как можно дольше времени там провести.
такой первый день акклиматизации. Высота примерно 4700. Шли мы сюда около 5 часов. Самочувствие тяжелое. Чувствуются симптомы горной болезни. Немножко тошнота, чуть давит виски. И, конечно, тяжеловато, но пока из симптомов горной болезни пока только, наверное, озноб. Ну и отдышка, конечно, тяжелая. Но вроде голова достаточно ясная. Тоже первый раз поднялся на такую высоту. Голова немного странная. Но все, ноги идут, руки держат. Вот набрал немножко камней для своего младшего сына, он у меня любитель сбора всяких камешков. Отвезу ему сувенир с Эльбруса, со склона. Не всем легко это дается, но я думаю, что это связано с коротким временем пребывания ребят. И мы с Никитой приехали чуть ранее. У нас, конечно, этот подъем нам дается немного легче. Тут, конечно, нельзя недооценивать эту гору, потому что здесь и люди с очень сильным характером и крепким здоровьем, как бы бывают у них сбои. Поэтому гора живая, наслаждаемся моментом, радуемся, что мы все вместе, вот, и идем к своей мечте. Ну, это испытание и, скажем так, это экзамен для тех людей, которые собираются пойти на вершину. Кто не дошел до скал Пастухова во время акклиматизации, значит, там вход на вершину закрыт. В нашей команде все ребята добрались, мы провели там более 40 минут, адаптировались. Все супер. Ну, сейчас сложно что-то планировать, потому что погода вносит коррективы. Прогноз более чем на одни сутки, он не является на 100% точным. Бывает. Вот сейчас идет снег, мы на него очень надеемся, что этот снег, именно этот снег принесет нам нужное окно. Но вот эти порывы ветра, которые, я не знаю, слышно сейчас камеру или нет, как наш вагончик, ветер обдувает, эти порывы ветра могут раздуть лед, точнее раздуть снег, оставить открытый лед и не оставить нам никаких шансов на заезд. К тому же нам нужна видимость. Сейчас видимость примерно 50 метров. И при такой видимости у нас очень большой риск заблудиться, уехать не туда. На данный момент мы сейчас ждем пешего восхождения, и предварительно окно у нас будет в период с 11 на 12 мая. Мы немножко вышли из графика. После мы планируем 13 спуститься вниз, подготовить технику, и на 14 мая должна быть замечательная погода. 5 км в час ветер на вершине. Это идеальные условия для того, чтобы совершить штурм на мотоцикле. Тем более сейчас идет снег, и мы надеемся, что он задержится на склоне. На данный момент проблемный участок – это от скал Пастухова до заезда на первую косую полку. Это лед, и даже альпинисты туда совершают восхождение с помощью, конечно, кошек, с ледорубами и по перилам. То есть без снега мы штурм отложим и будем ждать, пока полностью не накроет склон. Телефон твой выпал. Мой. Спасибо. Все?
Мы приехали в прокат для того, чтобы арендовать необходимое горное оборудование, средства противоскольжения, страховки. Пойдемте смотреть. Нам нужно, соответственно, 5 пуховок, 5 касок, 5 обвязок, 5 ледорубов, Да. 5 верхонок. Сейчас, подожди-ка. Сейчас будет это. Сейчас будет трюк. Готов? Подожди. Сейчас. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Мы думаем, что мы отпилим болгаркой часть ледоруба. Это мы сейчас еще будем на тестах экспериментировать. Отпилим часть ледоруба болгаркой, закрепим его к рукаву каким-то вот таким образом. И будем ехать, работать с сцеплением, держаться рукой за руль. И в случае, не дай бог, если не хотелось бы, чтобы это было, если будет падение и соскальзывание вниз, тогда, соответственно, уже пользоваться ледорубом, который у нас будет пристегнут к руке, и еще будет на веревке пристегнут к обвязке. К обвязке для того, что если мы вдруг рукой не удержали и соскользнули с ледоруба, то у нас он, поскольку он к обвязке будет пристегнут, да, чтобы мы его не потеряли, не зацепились на склоне. А выше там крутячок начинается. Вот с седловины последний подъем на вершину, там довольно-таки неприятный крутячок, такой косой. И если даже возможности техники бы позволяли, риск возрастает. Слишком высокий риск. А риск там возрастает с каждым метром. То есть чем выше поднимается и человек, и техника, тем выше риск. А крутизна там до 35-40 градусов. Пешочком 5642 метра. Там, надеюсь, будет не очень ветрено, но готовимся к максимальному ветру 40 км в час. Больше ветер, уже это такая повышенная опасность. Меняется абсолютно все. Если человек дошел хотя бы до седловины, это меняет психологию очень сильно. Когда человек начинает идти и проходит хотя бы половину маршрута, до 5000 доходит и оглядывается. Оглядываются там все периодически. И когда он с 5000 оглядывается вниз, он понимает, что он уже, что то, что осталось внизу, это что-то, это настолько далеко уже. А если до седловины поднимается, с седловины, когда смотришь вниз, уже такое ощущение, что уже на обратной стороне Луны. Настолько цивилизация и жизнь, настолько они далеко. Да говорят, нужно, у меня такая слабенькая. Все-таки попу жалко. Потолще надо что-то взять. Так что запасаться. Вообще говоря, конечно, страшновато. Но говорят, что... Краски нам еще нужны, да. Говорят, что бояться надо. Человек, который не боится, он в какой-то степени обречен. Так что посмотрим. Эльбрус и вообще горы — это гораздо более серьезно. А если они там еще столкнутся с серьезной ситуацией, то тут уже отрезвление по полной программе. То есть они могут такого страху натерпеться или увидеть, когда мимо них, допустим, пронесут спасатели кого-нибудь. Тут уже сразу все. Да, он видит реально, что это не шутки, и цена вопроса может быть очень высокой. То есть рассчитывать всегда нужно на худший вариант. Всегда рассчитывать на худший вариант. Ехать сюда можно, ехать сюда нужно, но относиться к подготовке своей поездки, не рассчитывать на то, что я привезу с собой кучу денег и меня затащат. Может и затащат, но может и не затащат. Рассчитывать прежде всего на свои силы.
чем выше человек поднимается, тем быстрее, тем он четче понимает, что все это вот покорение Эльбруса там, и все такое, это все болтовня. На Эльбрусе очень легко поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. Просидели 3 дня на Эльбрусе в ожидании погоды. Даже 4 дня. Смотрев на сайте погоду, каждый час ее рассматривая, все по очереди, мы приняли решение, когда мы идем. Мы назначили спасателей, которые нас будут сопровождать на наше пешее восхождение. Выходить нужно в 3 часа ночи. Сегодня 12 мая, и у нас ответственный день. Мы стартуем на вершину. Время сейчас 3 часа ночи. Вот, мы своей дружной командой отправляемся, чтобы увидеть замечательный рассвет и получить море эмоций. Холодно. Ветер дует, задувает просто во все щели, мелкой крупицы льда, где-то куски снега, залетает просто во все щели. Пальцев уже не чувствуешь, нос уже не чувствуешь, губ не чувствуешь. Я себя тяжело узнать вообще в маске, потому что такие губы распухшие. Доброе утро! Мы пришли на скалу Пастухова. Высота 4700. Это то место, где мы пришли. Надо сказать, что прогноз по ветру, по-моему, нифига не сбылся. Ветер обещали нам 20 км в час. Но я думаю, что здесь 50-60. Мы сюда поднимались, вообще чуть не сдавало. Какая-то поземка закрыла всю видимость, но вот если обратно смотреть, то вид, конечно, хороший. После того пешего восхождения вижу на лице следы, у меня появились пятна на лице, которых раньше не было. Сейчас каждое утро умываешься, смотришь в зеркало, видишь следы тех событий на лице, которые были еще тогда. Они проходят, пятна появились, это отморозил кожу. Идти достаточно тяжко, но пока голова не болит, так что будем надеяться, что все хорошо. Настрой всех происходит, силы есть, тепло, несмотря на то, что ветер. Все прекрасно. Силы реально покидали, я даже не знаю из-за чего, вроде как бы ходили там до Пастухов, все нормально было, а тут чуть повыше поднялись, и, видимо, этот ветер, холод, он как-то прям высасывал потихонечку силы. И меня из колеи очень сильно выбило, когда мы уже поднялись к ратраку закопанному, и ко мне подходит Костя и говорит: «Серег, это что такое у тебя на лице?» Я такой, в смысле? Он говорит: «Да ты себе лицо уже обморозил». А я себе сразу представил, что у меня уже черные пятна, уже кожа сходит. И на то мое ощущение, что у меня так уже херово. Тут еще Костя мне такое сказал. Но я думаю, что если бы мы пошли бы наверх, этим бы, наверное, и закончилось. Это вполне себе, да. Но оказалось, что у меня просто эти треугольнички на лице, на щеках, они побелели. Да, но он мне не сказал. Он мне сказал это и оставил меня с этой информацией, а сам ушел. И меня психологически это очень сильно, на самом деле, деморализовало. Для себя, по крайней мере, я принял решение, что пока оно того не стоит. Потому что такой ветер. У нас цель была, по крайней мере, у меня лично, не взойти, а посмотреть трассу.
вернемся. Редкий случай, когда есть силы, мы не пешеходы, Сань, мы не пешеходы, пешеходик сзади постоит сюда. Короче, проблема просто. 4 дня назад ехал больше. Сейчас идем. А вот что касается отправленной билета, ехать вообще не вариант. Плотный дальше лед. И вот этот момент, он очень характерный. Несколько раз в жизни я его находил. Когда ты находишься на распутье и на стадии принятия решения, ты принимаешь решение, что делать. И тут события в твоих руках. Ты думаешь, продолжить или остановиться, рискнуть или подстраховаться. Наша задача была подняться дальше, оценить косую полку первую и хотя бы увидеть седловину и с нее посмотреть на вторую. Но в такую пургу видимость была просто нулевая. И когда мы поднимались, ветер действительно был очень сильный, и он нам все время дул с левой стороны. Мы были в капюшонах, тепло одеты. И когда мы поднялись уже на косую полку, мы повернулись в сторону ветра, и ветер всей силы начал дуть нам в лицо. И это было уже действительно невыносимо и критически опасно. И да, это тот момент, когда мы вот с Колей уже понимали, что в принципе представление о склоне у нас есть, что в этот раз мы даже не говорили друг другу, а по взгляду было понятно, что стоит нам наш штурм отложить. В общем, мы приняли решение спускаться вниз. А когда меня спрашивают друзья мотоциклисты, что это за ветер? По прогнозу у нас скорость ветра была 50 км в час, и ощущалось это как минус 32 градуса. Но мои друзья мотоциклисты, чтобы он был доходчиво, я объяснял, что это на мопеде в полный газ и минус 32, без шлема. Вот было действительно так. Это очень было сурово. И, собственно говоря, мы поступили правильно. Мы спускаемся вниз, возвращаемся домой и ждем команды от наших гидов и спасателей по готовности склона. Мы с досадой понимали, что от подножья на гусеницах и лыжах нам подняться уже не получится. Нам придется какой-то еще план выбирать. Но надо возвращаться домой. Можно? Класс. Она. Тогда чехол под нее еще и медиатор. Такой тон тоже. Не... Готовы. А ты взялся? Собрались парнями, торчать на Эльбрус, взяли еще 3 мотоцикла, купили гитару. И был еще абрикосовый коньяк. Поездка ништяк. Поездка ништяк. Yeah. Второй пошел. Мы приехали уже не только с гитарой и с губной гармошкой, а еще и с 3 колесными мотоциклами. Потому что снег внизу растаял, и наш план
уже приходилось перерабатывать. Принципиальность нашей идеи была в том, что заехать нужно быстро, а значит дистанцию нужно проехать полную. С самого низу до самого верху. Вот, загрузили мотоциклы, так как снег растаял. Теперь придется до кругозора поднимать мотоциклы. Оттуда ребята пересаживаются на байки и стартуют на вершину Аллахайца. Соответственно, нам нужно было доставить мотоциклы гусеничные до границы земли и снега. И это можно было сделать только на грузовиках. То есть мы рассматривали варианты с фуникулерами, но сноубайки, они все-таки такие достаточно крупногабаритные, это было сделать практически невозможно. И мы в компании местных парней, наших спасателей и гидов, в общем, загрузили мотоциклы в грузовик и, в общем, отправились. Это было не без приключений, это было, скажем так, весьма экстремально и весело. Всем привет! Сегодня 10 июня, и мы находимся на высоте 4000 метров в приюте Эльбрус. Вчера у нас был очень насыщенный день. Вчера мы с Сергеем Птушкиным на мотиках в ограниченной видимости поднялись на высоту 5100, выше закопанного ратрака. Нам это далось достаточно легко. Единственное, были у нас сложности погодные. Была очень плохая видимость, были небольшие осадки, но в целом техника нормально едет. Мы нормально себя чувствуем на такой высоте. Но во время этого восхождения у нас проявились некоторые технические проблемы с мотоциклами. Значит, ребята прогулялись, потренировались и установили 2 рекорда. Какие? Рекорд, пока мы заехали выше, чем хотели сегодня, а во-вторых, прикуривали мотоцикл там, где не хотели. Так что, в принципе, рекорды. В общем, после этого заезда мы провели ряд технических внедрений, а именно выпустили специальные провода для прикуривания от мотоцикла без снятия сидения. И завтра надеемся подняться до седловины. Дай бог, будет хорошая погода, и у нас все получится. И сегодня к нам вернулся Николай. Наша команда соединилась. Это очень классно, потому что здесь нам было без него скучно. Это была ангина. Это была самая настоящая ангина. Я пошел в аптеку, купил антибиотики и лег на лекарства. А ребятам сказал: ребят, извиняйте, давайте пока без меня. Лег в кровать и просто пролежал больше 2 дней. Я один в гостинице Вазау, вся команда уже на горе, уже они там штурмуют, готовятся к штурму склона, проходит акклиматизацию, а я в Вазау лежу и щелкаю каналы по телевизору. Это так очень мотивирует к тому, чтобы выздороветь. Заболел слегка не вовремя. Еще нога побаливает. Не до конца зажила после операции, после перелома. В общем, все условия. Но зато на мне сухая одежда. У меня есть полный термос горячего чая. И чувствую, что жизнь хороша. Как кто-то работает пешком, ногами, физическим трудом, кто-то кайфует. Но тут произошел размен. И если я более-менее выздоровел,
то Сергей Птушкин заболел и спустился вниз на мое место. Слушай, ну у тебя есть налеты, они просто там внутри. Вот эти фолликулы, которые на ментале, они внутри под слизистой у тебя воспаленные, не снаружи. Короче, есть, да? Надо было сразу херачить. Это ты еще и снимался. Ангина и меня зацепила. Но зацепила как-то не сильно, и температура какая-то была небольшая, и я себя чувствовал нормально, и горло как-то особо и не болело. И я подумал, ну, пару дней попью чайку с лимоном, и меня отпустят. А в итоге не отпустило, и я уже третий день болею. Ну и вот, по-моему, на третий день приняли решение, что нужно что-то все-таки делать посерьезнее. Начали принимать антибиотики и пытаться как-то меня поставить на ноги. Все супер. Единственное, нужно устранить небольшие технические сложности и завтра сделать такой, скажем, акклиматационный и технический выезд на седловину для того, чтобы оценить вторую косую полку. Если у нас все получается, то в ближайшее время мы совершим задуманное и постараемся забраться на вершину Эльбруса на мотоциклах. Тестовый заезд. Проба заехать на седловину. Все должно быть безопасно, поэтому... Армированный скотч. Да, поэтому пользуемся скотчем. Поэтому дополнительные приспособления. И перчатки потом идем. Видео укороченного ледоруба. Нормально? Александр, настроение? Боевое. Как всегда. И примерно на середине второй косой полки останавливаюсь, и начинаю останавливаться и останавливаюсь вообще. Включаю передачу, выжимаю сцепление, гусеница начинает буксовать, мотоцикл вверх не едет. Слышу по рации Александра, Саня спрашивает: Колян, что, как дела? Ну что, как обстановка? Скользко, кошек не хватает. Очень твердый фирм. Надо ехать аккуратно, Сань. Ты знаешь, просто выше скользко, по тропе еще есть шанс. Ну разгон надо взять. Вот на том месте, видел, да, где я перекладку сделал? Там, блядь, разгон надо. Ну что, я пробую? Меня только не кричи. Вырубайся, вырубайся! Я успел отбежать хоть. Тут у нас два лежащих мотоцикла, у нас два усталых человека, и никого вокруг, и склон западной вершины. Высота примерно 5440. И мы думаем, что делать. Естественно, у нас желание, время есть, погода хорошая, надо пробовать ехать дальше, вверх-вперед. Мы ставим вдвоем мотоцикл. Кстати, это целая история, обойти мотоцикл. Уклон с двух сторон, тропинка очень узкая, и чтобы кошек у нас нет. По соображению безопасности, чтобы не цепляться за подножки мотоцикла. Идти без кошек, ну, не сказать, что невозможно, но очень тяжело. Поэтому идти пришлось, зарубаясь за склон ледорубом. Чтобы обойти мотоцикл, нужно было, зарубившись ледорубом к склону, вот так вот его потихонечку там обходить. Это мотоциклист Бетка.
Мы начали вдвоем пытаться ехать на одном мотоцикле вверх. Я ехал вперед, был за рулем, Саня толкал меня сзади. Пробовали по-разному. Пробовали пешком вдвоем заталкивать мотоцикл. Я подумал, что надо увеличить зацеп, придавить ногами подножки. Думаю, зацеп на гусеницу будет больше, шипы воткнутся в лед, и мотоцикл поедет вверх. Встал на подножки, ничего не меняется. Мотоцикл как не едет, так и не едет. Я пробовал травить на второй передаче, пробовал травить на первой передаче, пробовал вообще не травить, а набрать ход и на газе. В общем, на включенной передаче, на выжатом сцеплении мотоцикл просто газуешь, он не едет. Он всегда на нейтральной передаче получился. И тут я понял, что сцепления у нас больше нет. А дальше будет только интересней, потому что нам предстоит очередной рекорд. Замена сцепления. Самая высокогорная замена сцепления. Что там, раздатку на 5100 меняли у Land Rover? Да. Ну мы на 5300 поменяем сцепление. Чем мы хуже. Вчера был тестовый выезд у ребят. Саша и Коля поднялись на седловину и пытались штурмовать вторую косую, где у Коли кончилось сцепление на мотоцикле, в связи с чем мотоцикл пришлось оставить на седловине. Сейчас мы выдвигаемся небольшой группой наверх на седло Колиному мотоциклу. В это время Саша поехал за запчастями вниз. Их нам везут из Москвы наши друзья и товарищи. Будем ждать Сашу с инструментом на седле. И по плану у нас сегодня ремонт там мотоцикла и спуск его вниз. Все должно пройти успешно, погода хорошая, солнечная. Будем надеяться, нас не затянет и наша экспедиция завершится сегодня, как минимум. Сейчас мы у начала косой первой одеваем кошки, подгоняем экипировочку и двигаем к месту ремонта. Высадились, преодолели первую косую. На ней мне позвонил Саша и сказал, что запчасти задерживаются по времени, то что он будет позже, где-то в районе 4 часов вечера. Поэтому я понял, что у меня освобождается время. Дойдя потом до мотоцикла, оставил там рюкзак и принял решение сходить все-таки на вершину и посмотреть, как там. Вот неожиданно накрыло, ну не нас, а седловину. Утепляемся, готовы к принятию запчастей. А пока их нет, главный ремонтник пошел наверх. Был жуткий ветер, снег, дышать было там крайне тяжело. Время там я сильно долго не стал задерживаться, чтобы не терять силы. Когда спускался, встретил Костика на конце второй косой. Он тоже решил прогуляться, пока еще раз зайти на Эльбрус. Забрался в 4-й раз на вершину, вообще сегодня не планировал. Шли чинить мотоцикл, но Никита пошел вверх, я решил проверить, как у него дела. Ну и тоже зашел между делом. Сейчас иду вниз, там как раз, я думаю, подвезли запчасти. 4-е восхождение. Иду, смотрю, стоит мотоцикл, и возле него лежит Серега Корнев, наш фотограф. Он оказался там, уснул и спал. Скажу, что спалось прекрасно. Про сны ничего не помню. Очень сладенько все так. Ну, в хорошем экипе. Все это пуховка. В общем, все было тепло и прекрасно. Посмотрел его состояние. Он был, конечно, очень уставший. Чуть-чуть начал подмерзать, поэтому пришлось заставлять его гулять вокруг мотоцикла. Хоть как-то разгонять кровь по организму, сделать, ну, хоть какую-то активность проявлять, потому что, чтобы не стало хуже. Спустился к ребятам. Ребята тут сидят, загорают.
Ждут запчасти. Запчастей пока нет, ждем до 4, дальше стартуем вниз. Вот такие планы, короче. Запчасти на Горбаши появились только в 13 часов, там, в начале 4-го. Я быстро-быстро помчался к ним. Со второй попытки мне получилось заскочить только на первую косую полку. Я упал, потому что уже видимость ухудшалась. И я случайно выскочил с натоптанной дорожки на ледяное покрытие. Поднял мотик, со второго раза залетел. Приехал, ну и ребята меня уже ждали. К этому времени Сергей Корнев уже успел выспаться, вот, а Никита сходить пешком на вершину. Ура! Я на косу заехал второй раз. Операция по спасению. И обычно в такое время портится очень сильно погода на горе. То есть, если с утра это может быть хорошая погода, и когда мы поднимались, так и было. В районе там 12 или 2 часов уже ничего не было видно на расстоянии 5 метров. Был сильный ветер достаточно, порядка 40 км в час. Как говорят усики, пропуск в трусике. У нас усики для другого. Летел снег с такой же скоростью, там, хлестал нас по лицу, по рукам и так далее. И все это было достаточно напряженный такой момент был. Но ребята молодцы, справились, ничего не отморозили себе руки, хотя все это делать на морозе голыми руками. Ну-ка. Я, сидя внизу, подумал об одной вещи. Никитос поедет на мотике. Саня может взять Костю, а кто тогда возьмет Серегу? Или наоборот. И поэтому приехал, потому что... Мы все собрали, поставили, завели, все работает. Короче, выжимаем сцепление, не работает. Не едет, да? Разобрали, короче, у него вот этот выжимной, у него, короче, шайба. И она раскололась. Приехал, они уже заменили сцепление, но ситуацию это не спасло, потому что там есть такой прижимной подшипник, который вставляется в центр корзины, и он развалился на мелкие детали, значит, и после того, что мы заменили диски сцепления, проблему это не решило, получается, что сцепление не работает. Передача включается, а сцеплением травить невозможно. Вот. И мы начали оттуда эвакуацию. Эвакуация выглядела следующим образом. Александр на, скажем так, полунеисправном сноубайке с неработающим сцеплением на первой передаче потихонечку поехал с седловины вниз. Я посадил к себе вторым номером Сергея Корнева, потому что он уже был обессилен, ему было очень тяжело идти, и поэтому я его повез. И Никита на сноубайке поехал, ну, тоже, соответственно, вниз. А тут мне пришлось сесть на мотоцикл, на сноубайк и двигаться по косой полке. Это я был достаточно уставший. Было очень серьезным испытанием для меня. Но все прошло успешно. Мы спустили все мотоциклы вниз. Сейчас ждем запчасть последнюю для Колиного мотоцикла. И я думаю, он сегодня заработает полноценно. Великодушный человек пожертвовал со своего мотоцикла этот прижимной винт. И сегодня в 5 утра наш водитель Алексей выехал из поляны Азау в Черкесск. Ехать 5 часов. Выехал на машине туда за этой маленькой деталькой. И примерно к часу дня он должен ее привезти, он уже едет обратно. Ждем завтрашнего дня, я думаю, что у нас все получится. Единственное, что сильно переживаем за Сережу Птушкина. Он у нас на протяжении всей нашей акклиматизации болеет. 4 дня назад только был на высоте. Но я думаю, что ему хватит сил. В общем, будем помогать друг другу. Я думаю, что все получится. Мотор кончился. Точнее. Литературно говоря? Да, литературно говоря, мотор
В Орленке, может, у кого-то. Сейчас гонка закончилась в Орленке? Взять аренду мотоцикл? Да. Это и как сейчас? День туда ехать, день обратно. У нас сгорел мотор у меня на мотоцикле. А завтра время 5:30 вечера, а нам через 14 часов уже выезжать на штурм. А мотоцикла нет. Точнее, он есть, но его нет. Не, когда я поднялся, когда мы сняли крышку, когда я увидел это все сцепление, я, конечно, такого не мог увидеть вообще. Не было никогда такого. Ну, действительно, был сильно перегрев. То есть масло перегорели, и, соответственно, шатун застучал. Было масляное голодание, пленки масляной не было. Да, и запчасти, которые мы привезли, ничего, соответственно, уже не спасло. Когда начали запускать мотоцикл, он просто начал клинить. Ну, тут ясно, понятно стало, что все. Да, это был шок. Это был шок, потому что следующий день был вообще ключевой для нашей экспедиции. То есть мы понимали, что нужно приходить к каким-то нестандартным решениям. Мы ищем варианты. У нас есть варианты. Первое – улететь в Москву и отложить все на неделю, ремонтировать мотоцикл. Второе – искать мотоцикл у кого-то здесь местный, просить их в аренду, пока мы не нашли у кого. И третий вариант – переставлять гусеницу с 450-ки кроссовой на мой эндурный 300-ку двухтактный и пытаться ехать наверх на 300-м TPI, инжектор мотоцикле. Вот сейчас мы выбираем между вариантами. Ну, мы так, я понимаю, 300-ку делать. Ну, мы сейчас склоняемся к тому, чтобы переставлять гусеницу на 300-ку. Да, только мне нужно на чем-то доехать до кругозора. Мы еще пока не нашли, на чем ехать и буду до кругозора, потому что, получается, у нас минус один мотоцикл. И мне пришло в голову, ну, как не то, что пришло в голову, я знал, что до высоты 5100 поднимается двухтактный снегоход с двигателем 500 кубических сантиметров. И я сразу предложил парням попробовать переставить гусеничный комплект на двухтактный эндуро-мотоцикл. Ну, хотя мы теряли там одну колесную единицу техники, но найти там в аренду там такой мотоцикл было значительно проще, чем, грубо говоря, искать в аренду и комплектовывать от арендованной мотигусянкой. Ну что, вариантов других не было, и, в общем, мы приступили к очень суровому испытанию, такой жесткой работе под скалой, ночью. Так, Коля, пружинку в этот мешочек. Так, держи. Давай. И под ногу, да? Подножку, да, какой-нибудь пластик, да? Так, Серег, я могу гайку накрутить. Значит, шайба была, да? Мы с Александром приезжаем на двух мотоциклах к месту переборки. И там Сергей, механик, весь зеленый, его тошнит, его захватила горная болезнь. И мы понимаем, что механик, те руки, которые должны, собственно, все сделать, он вообще не в состоянии. Вот Серега механик, ему плохо. Потому что вокруг одни мотоциклы. Я думал, что я умру сейчас там. Конечно, хреново было. Я думаю, полежу, может усну, может еще что-то. Ну там лисы ходят, там бегают, орут там что-то, блин. То, что мотики там одного производителя, но они разные по своей конструкции, там, по ходовой части. В общем, комплект вообще не идеально садился, но мы там с помощью какого-то колхоза, там, смекалки какой-то, каких-то подручных средств. Ну, в общем, от 450 кроссового КТМ на 300 TPI, в общем, комплект прям так сильно не подходит. Нужны дополнительные запчасти. Давай. Там позвонили всем своим знакомым, там, даже производителю, и не получили точного ответа. Остановится ли с этим комплектом там, втулок дистанционных на данную модель мотоцикла этот комплект? Ну, реально становится, но не идеально. В общем, приходилось дорабатывать там на месте что-то и придумывать. В общем, ну, это было прям такое экстремальное творчество. Сколько прошло времени? Мы сюда в 7 часов приехали. 4 часа работы. И все, я говорю, есть сноубайк и есть конструктор. Тут надо отдать должное там Колиной какой-то решительности, ну, потому что мы реально разобрали мотоцикл, там, мы потеряли от него там половину запчастей под этой горой. И очевидно было, что
так и будет все. Но, в общем, нужно было сделать дело, и мы, в общем, чтобы добиться цели, нужно было, в общем, пойти на такой какой-то риск. То есть, ну, реально у нас из одного мотоцикла получился сноубайк, а из другого конструктор, который, в общем, нельзя было уже назад собрать. Так, время 12 часов. Вставать нам примерно в 6 утра. А мы с Серегой спускаемся вниз с кругозора, где мы только что ремонтировали мотик. Идем к себе в гостишку. Да. У них там веселуха полным ходом, а я лежу в кровати, рядом лежит Аркадий. В соседней кровати, да. Да, вот это ощущение мое, оно на самом деле было очень подавленное, и у меня еще мотоцикл был недообслужен, недонастроен после того, как мы все эти тестовые заезды совершали. Нужно было поменять масло, там какие-то подкрутить настройки. Ребята бегают, чинят Колин мотоцикл, потому что он там клина словил, плюс мы параллельно искали новый мотоцикл, я там хоть в этом им помогал, дистанционно искал. Нашли эндуро мотоцикл в аренду. Добрые люди нам его предоставили из минеральных вод. Мы его привезли среди ночи, прям на утро перед самим штурмом. И, в общем, вот я весь в таком вот депресснике дожидался дня старта. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Никаких эмоций не было. Мы не волновались, мы не переживали. Мне кажется, мы настолько уже от всего устали, что мы уже просто как роботы просто делали свое дело. Потому что там находились безопасно для патрульных, вообще для людей. Выдвинулись с группой спасателей, самые лучшие спасатели при Эльбрусе. Там очень сильный крутяк. Я знаю. И если он там сорвется, ему вот этот якорь не поможет. Ему якорь не поможет, я вот к этому говорю. Я тебе точно говорю. Гась на вторую косу, и там будем ждать ребят на позициях, чтобы подстраховать в случае чего какие-то по продвижению поспособствовать. Ребята чешут уже. Салам алейкум, буйных нет? Буйные есть! На утро отпоился таблетками. Температура была 36,6. Но состояние такое, как будто я проехал гонку. Я не знаю, еще меня переехал КамАЗ, наверное. И, сказать честно, мы даже никак не сговаривались и не планировали, как мы будем действовать там в той или иной ситуации. То есть мы это просто штурм и все, да, а там уже будем дальше действовать по ситуации. Вперед, на секунду. Короче, главное, что Паша. Сказал Коля. Если это сказал Коля, стабильно. Едем стабильно, ровно, быстро, уверенно. Собрались, устроились. Все Да. Вот, получилось, что в самой какой-то как бы свежей кондиции и на самом как бы понятном мотоцикле еду я. И мы договорились, что первый едет Коля, следом едет Сергей Птушкин, вот, третьим еду я. Потому что больше всего вопросов вызывало восхождение Николая, потому что непонятно, как поведет себя мотоцикл. Все, время 10. Все, давай.
Парни утепляются. Есть комментарии. Без проблем заехали на колесах на кругозор. Там произошла смена мотоциклов. Мы там дооделись, доукомплектовались и уже рванули по снегу. Тут я сел на двухтактный мотоцикл, за который волновался, который был не проверен. И еду, просто открыв полный газ и ни разу его не сбрасывая. И чувствую этот напряг двигателя, чувствую, как ему тяжело, как мне, собственно говоря, жалко двигатель. И я еду и всю дорогу с ним разговариваю. Я еду и разговариваю с мотоциклом. Дорогой, милый, родной, только держись. Ну, пожалуйста, только потерпи. Давай доедем, сейчас потерпим, дальше будет легче. И вот я всю дорогу ехал и его уговаривал. А при этом не закрывал газ, обороты были на полную, работал только передачами. Потому что если бы я закрыл газ на том склоне, я бы просто дальше бы не тронулся. В принципе, проблем не было, пока мы не доехали до скал Пастухова, где у меня не хватало зацепа гусениц. И там я уже начал делать перекладки, и, собственно, в этом месте у меня силы-то и начали заканчиваться. Я с ним разговариваю. Я его очень прошу потерпеть. 36 минут. И в таком лихом темпе я заехал на 5100 выше закопанного ратрака на маленькую полочку, то место, где разворачиваются ратраки. И там подождал ребят. Приехал Сергей Птушкин, приехал Александр.
И мы готовы были дальше продолжать. Но тут у меня начались проблемы. И когда мы поднялись к Ратраку, Закопанному, я как-то немножко приуныл. Приуныл в плане того, что я до Ратрака еле заехал, а от Ратрака склон еще выше, ну еще круче. У меня не затянет. А? Я не заеду. Если заедет. Дальше твой мотик заезжал. Отсюда. Вторая передача. Поворот налево. Берешь разгон на второй передаче. И посреди подъема переключаешься на первую. Понял? Обычная эндуро гонка. Эндуро горка. Тебе еще на нас получили. И, в общем, мы дали команду Николаю пробовать совершить заезд. Но тут у меня начались проблемы, потому что с этой полочки заезд на косую полку, там был короткий участок, но крутой и скользкий. И открывая газ на второй передаче, ему не хватало мощей, переключая на первую передачу, он начинал буксовать. Они пытаются заехать на первую косую. И мы, в общем, с Колей приняли такое решение, что я заезжаю наверх, потом мы заезжаем на Коле на мотоцикле до той высоты, до куда максимально получается, и пробуем вдвоем по косой полке доехать. Надо сразу зимовину доехать.
Да. Но мы уже не едем. Мы сделали около 20, наверное, попыток заезда на эту гору. И когда у нас силы нас уже начинают покидать, мы начинаем трезво принимать, пытаемся трезво принять решение, что делать дальше. Мы решаем, что поделать, бросаем мотоцикл на склоне, мой, 300 кубов, и едем на одном. Саня говорит, давай я вот сейчас вот здесь вот выйду, встану, ты сядешь, и мы с тобой вдвоем поедем. Я сажусь, он начинает трогаться, мотоцикл не едет, не хватает мощей. Уклон большой, снег начинает буксовать. Он говорит, хорошо, давай я сейчас подальше отъеду, ты пешком дойдешь, сядем и дальше поедем. Отъезжает подальше. Я еще раз до него дохожу. Опять садимся, повторяется ситуация. И так вот мы челночком пытаемся все отъехать подальше, чтобы суметь поехать вдвоем. Но в итоге такими маленькими отрезками я доехал до седла. Это мой был первый вообще выезд туда и выход. Я первый раз увидел седло. Там, конечно, ветер начался более такой сильный. Да, я вас вижу. Но у нас ребята не могут заехать на первую косую. Вот ратрака. Они вас так не могут. Что сделать? Тащить их, что ли, будем? Есть вариант попробовать одного туда отвезти, и чтобы он помог. Ветер начался здесь. Если вы сейчас не будете пробовать подниматься, эту тропу задует, тропы не будет, которую вам натоптали здесь. Я думаю, если другие заехать не могут, ты смог заехать. Надо пробовать тебе. Я не знаю, какой другой еще план у тебя. Надо попробовать одного человека туда отправить, а я сейчас поеду вперед. Я чуть передохнул и по совету Коли внизу открыл, наверху закрыл газ, ломанулся на вторую косую. Там, конечно, состояние снега совсем другое было. Если на первой косой был достаточно рыхлый снег, то на второй там был фирн, цепляться совершенно не за что. Единственный шанс был выехать на полочку 5 сантиметров шириной, и то она скошенная. Нормально. В общем, каким-то чудом я проехал до того момента, когда у меня опять закончились силы, я встал, чтобы передохнуть. И с этого момента уже нормально не смог тронуться. Я почувствовал, что в какой-то момент у меня закончились силы, и я просто остановился на второй косой. Попытался поставить ногу, понял, что покрытие такое, что снегоходные боты не цепляются, и, собственно, я поскользнулся и упал. Дальше уже подбежали все гиды, и мы попытались веревками дальше протянуть его. Надо жопу сюда. Да. Сейчас я за руль буду держать. Че? Нет, я не смогу ездить. Да. Даже мы толкаем, не помогает. Гусянка ровно стоит, буксует, все. Да. Ей надо чуть ходу, и тогда она тарахтит. Давай подальше попробуй. Он заведет. Один кто-то на веревке тянет, другой кто-то так толкает. Как попробуй, сам без залазия.
какой-то момент я не удержал мотоцикл и завалился неудачно вниз рулем. Это было, конечно, волнительно. Благо не укатился никуда далеко, быстро зарубился. И уже в тот момент понял, что силы меня покинули. Когда я упал, я подумал, ну, наверное, это вот максимальная точка, куда я заехал. Сел рядом с сноубайком, гиды начали поднимать сноубайк. По-моему, они четвером его облепили. И как-то с большим трудом начали его переворачивать. Но мне на тот момент это было уже все равно. И первый раз оказался на Эльбрусе, на седле. Тут еще косая полка с углом 45 градусов. Сноубайк лежит вниз, ты только что с него упал, сидишь рядом. От чего ручка сломалась? Это тормоз. Тормоз, да? Да. Вокруг бегают гиды, а тебе Да. на все это пофиг. Ручка запасная есть? У тебя мерзнут руки, и ты хочешь отдохнуть. Надо стараться на эту сторону не бросать их. Ручка тормоза сломалась. Ручка. Что передать, не поедешь дальше? Не понимаю. Я не будет, она прям под курой. Да. А сколько еще метров? Ну, бля, там вот здесь вот этот участок, смотри. По причине того, что лето к нам поздно приходит, на данный момент, видишь, жесткость. И вот эта вся сторона, вот крайняя вешка, там вообще тоже голый лед. Тебя по-любому снесет. Если немножко потеплело бы, вот как на косой полке, вот такая тропинка здесь тоже бывает. Вот это такая вот, за 15 лет первый раз такая тропинка. Это все машина, я за тебя переживаю, понимаешь? Если ты здесь еще ладно, вот там укатишься, да? Там на вертолете мы отправляем людей обычно. Потому что сильно бьются вот об эти скалы. Тебе надо как-то вот хотя бы вот эти места. Есть БЦСовские старые кошки. Вот их приделать либо на пятки, либо отдельно, либо на носочки. Хотя бы на одну, чтобы ты не скользил. Я подумал, ну класс, на высоте 5400 у меня нет переднего и, по сути, ну не переднего, заднего тормоза, переднего рычага. И единственного тормоза, больше тормозов нету. Ну, для меня, собственно, понимание, что надо спускаться без тормоза, вызвало, конечно, большой такой ужас. Но в то же время я понимал, что ехать-то сейчас вверх, поэтому надо пробовать. Ну, собственно, я гидам говорю, давайте еще одну попытку. Завели мотоцикл, гиды встали в боевую позу. И старт, но мы никуда не сдвинулись. Гусеница отказывалась цепляться. Как мы не пытались стартануть, но это была максимальная высота, куда мы заехали. Дальше мы уже не сдвинулись. Начали разворачивать мотоцикл. Это тоже на горе не самая простая задача. И без единственного тормоза я поехал вниз. Но на самом деле оказалось все не так сложно. На передаче, на холостых. Доехали до седла и начали дожидаться и вызывать ребят. Я слышу в рации, что Сергей Птушкин там уже штурмует вторую косую. Мы еще на первую не заехали с Александром, а Сергей уже вторую косую штурмует, и он сломал передний тормоз. Я услышал в рацию, что спасатель сказал, передний тормоз у него сломан. И я такой думаю, а как же он вниз-то поедет без тормоза? И я заботливо пошел спускаться вниз к своему мотоциклу. Мне Саня кричит, Колян, ты куда? Мы вверх поднимаемся. А я пошел вниз, снимаю рюкзак,
достаю набор инструментов, одеваю головку на 8, раскручиваю болт и снимаю этот рычаг сцепления заботливо для того, чтобы принести Сергею Птушкину, чтобы он вниз спускался с тормозом. Руки окоченели, конечно, и все это очень много сил отнимает. Но тем не менее, добрался я до середины первой косой полки, где меня подобрал Александр, и мы вдвоем на одном мотоцикле приезжаем на седловину, а там столько событий, там что-то спасатели ходят наши, Сергей Птушкин со своим сломанным тормозом. Все такие, так, ребят, что делать, ребят? Но начну с того, что мы были рады друг друга видеть в полном составе на седловине. И Серега уже стоял внизу и говорил, что все, там рычаг сломан, ничего не получается. Ребята-спасатели уже спускались вниз, и я такой на фане и кураже, я говорю, а дайте я попробую. Ну, в общем, я доехал до той же точки, где и был Серега, вот, и меня развернул Никита Будьбаков, сказал, что Саша, уже все, погода меняется, не в этот раз. Наша взятая высота 5480 метров, середина второй косой полки. Высота вершины 5642. Остаток высоты до вершины остался 162 метра. Что послужило причиной, почему мы уперлись в эту высоту? А уперлись мы в нее 2 раза. Первый раз, когда мы сделали пробный выезд на вершину с Александром за 2 дня до штурма. И наш основной штурм, мы уперлись в то же самое место, потому что сложились все факторы, кроме одного. Не было снега на второй косой полке. После того, как у нас появились проблемы на восхождении от Ратрака до первой косой полки, ну, так сказать, осознание того, что у нас, скорее всего, в этот раз ничего не получится, оно уже пришло. Тут, наверное, в каждый момент, когда ты идешь туда, когда очередной раз едешь тестовый заезд, либо уже боевой, в каждую секунду, минуту ты анализируешь все, что происходит. И тем самым набираешься опыта. И, собственно, когда мы не заехали, весь этот опыт в голове, он начал прокручиваться. И, ну, в принципе, все косяки наши и недоработки, они все в голове всплыли. И, грубо говоря, понимая их, есть четкое ощущение, что мы в следующем году заедем. Люди, живущие там, говорят так, и мы с ними полностью согласны, что они говорят, что если гора не захочет, она вас не пустит. И мы прочувствовали это на своей шкуре. И какие бы амбициозные цели мы себе не ставили, по сравнению с тем местом, горой и масштабами, мы просто там песчинки, которые могут легким дуновением ветра сдуть и не считаться с нашими планами от слова совсем. Вот. А когда спустились вниз, конечно, ощущение досады присутствовало, но как бы все равно в голове все время был анализ вообще всех событий, которые нас сопровождал на склоне. Ну, в общем, была, да и остается такая спортивная злость и желание сделать задуманное. И сказать честно, мне до сих пор это снится. И, в общем, я жду следующую весну. Буйный ты есть, нет? Ну и я что-то не слышу. Давайте все вместе. Буйные! 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 Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10-й доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 10-й доли таких красот и чудес.
Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Эти горы, они были задолго до того, как мы все появились. И будут еще очень долго-долго после того, как нас не станет. И вот у меня промелькает мысль, нам нужно прожить эту жизнь так всем, чтобы никому из нас не было стыдно перед этими вершинами снежными. Чтобы мы всегда могли сказать и нашим детям, и нашим внукам, что да, действительно, мы были здесь, мы здесь какой-то вклад внесли. Не обязательно здесь, вообще в жизни нашей. И мы можем этим гордиться. А свидетелями всего этого это будут эти величественные горы. Thank you.